Здравствуйте, с вами Анна и мой канал Фишки-Солишки. Сегодня у меня очень большая распаковка, еле осилила, если честно. Одномоментно пришло очень много посылок, и мне даже хватило на половину следующей распаковки, так что все будем с вами смотреть и тестировать. Но прежде чем мы с вами начнем, я вам хочу напомнить и настоятельно рекомендовать пользоваться кэшбэками. Любые, какие вам нравятся. Я пользуюсь Letysshop, ссылочку найдете внизу, как им пользоваться тоже. Каждый день повышенные кэшбэки в разных магазинах стали у них, так что это очень удобно и выгодно. Распаковка, как я сказала, уже будет очень длинной, так что готовьтесь, берите чаек, сушки-плюшки, присаживайтесь и поехали! Начнем мы с вами со сборной посылки. Здесь есть одна вещь, которую я очень ждала, и не зря, сейчас вы это увидите. Здесь у меня, видимо, чехлы, уже это видно. Ну и начнем, конечно, с того, что я ждала. Итак, я заказала две таблетницы, очень интересные себе и подруге. Здесь тоже интересный очень момент, потому что у продавца, если берешь одну, то доставка бесплатная, а если ставишь две, то платная. Поэтому я брала двумя заказами, просто оформила два заказа, так что глупо со стороны продавцов так делать. Итак, одна упакована в пакетик, другая нет, но вот эта вот неупакованная будет моя. Смотрите, здесь открывается крышечка и есть лезвие, то есть с помощью такой таблетницы мы можем делить таблетки пополам без проблем. Здесь у нас отсек, можно сюда складывать наши таблеточки, и вот сюда тоже можно положить таблетки. То есть при своей миниатюрности вещь очень функциональная. Единственный момент, который меня смутил, что вот эта крышка поднимается вместе, когда ее открываешь. Вот здесь вот поворачиваем ее, там есть такой пазик. Вот я вам сейчас его покажу, маленькое вот такое отверстие, и вы туда вставляете. Так вот она плотно сидит. Ну и это еще не все. Посмотрите, снизу она откручивается, и мы получаем ступку. Если вам нужно раздавить таблеточки в порошок, обычно это нужно мамам, у кого маленькие детишки. Ну и давайте я вам наглядно покажу, как это все будет выглядеть. Я специально взяла такую таблетку, которая фабрично не разделена такой полосой, которая помогает поделить таблетку пополам. Таблетки сюда можно поместить разного размера, как вы видите, от больших до маленьких. Мы углубляем до конца, нажимаем, открываем, и наша таблеточка пополам разделена. Здесь у меня, правда, не очень получилось. Я сделала во второй раз, и тут уже вот сейчас увидите две ровные половинки. И дальше было так же. Ну, видимо, просто я ее как-то шевельнула. Так вот, вот эту таблеточку, которая неудачно у нас пополам раскололась, мы сейчас с вами засунем в ступку и попробуем растереть ее в порошок. Кладем сюда на нижнюю часть и закручиваем. Все, и пока мы закручиваем, у нас получается порошочек. Если вам кажется, что это очень крупный порошок, можно снова еще раз ее закрутить, открутить, и здесь уже будет прямо в пыль. Очень здорово. Прям, я думаю, что да, это и владельцам животных, наверное, тоже понадобится, и маленьких детишек можно добавлять в питье, например. Ну, вот эта вот снимающаяся крышечка никак не дает мне покоя. Открываешь верхнюю, и она снимается вся. Я подумала, что, может быть, у меня просто какая-то она бракованная, просто она как-то неплотно закрывается, и я решила проверить такую же своей подруге. Но оказалось, что вот так вот придерживаем, если ногтем, то все нормально. В принципе, я уже с этим делом справилась, поэтому мне это не доставляет никаких забот. Я открыла вторую, чтобы посмотреть, но здесь точно такая же история. Ну, в общем, да, придерживаем и открываем. Но мне эта вещь очень понравилась, и я думаю, многим она поможет. Ну, а в следующей посылке, как я и думала, чехлы. Это заказывала моя подруга на iPad, силиконовые чехлы, я их брала много, вам показывала, но, к сожалению, в этот раз я как-то ошиблась и взяла не на тот iPad, так что будем заказывать заново. В этой посылке мне пришли сумочки или пакеты на зип-застежках. Я такие пакеты использую для школьной физкультурной формы, кладу туда футболку, шортики и носочки. Все это прекрасно закрывается, и эти пакетики водонепроницаемые. То есть я могу потом весь этот пакет положить в другую сумку, в которой у нас находится
физкультурная обувь, кроссовки. И ничего не пачкается, очень удобно, хватает на целый учебный год такого пакета. Ну, если, конечно, что-то там не порвется вдруг неожиданно. Я такое рекомендую. Это тоже небольшая сборная посылочка, всего 2 товара здесь. И заказывала я ее уже другой своей подруге. В первой посылочке нитриловые перчатки. Моя подруга соцработник, и такие перчатки ей требуются. Ну и в связи с пандемией, я думаю, многим они тоже нужны. 100 штук в упаковке, размер М. Тут уж я их открывать не буду, а посмотрим сбоку, поскольку все они пришли очень мятые, эти коробки, и даже, видите, можно здесь открыть. Мы достанем с вами одну и посмотрим, что они из себя представляют. Это не латекс, это вот этот вот нитрил. Очень приятный, кстати, материал. Ну, для моей руки такие перчатки, конечно, великоваты. Сейчас вы это увидите. Но в целом, я думаю, что в них гораздо удобнее работать, чем в латексных, потому что в латексных все-таки руки очень потеют, и у многих аллергия на латекс, так что это очень хороший вариант. Ну а что касается цвета таких перчаток, то у продавцов я видела только голубые. Возможно, они есть и других цветов, но вот нас устраивают такие. А в этой посылочке она заказала себе наматрасник на резинке. Размером он 90 на 2 метра. И я ее просила, чтобы она нам отсняла, все-таки как он смотрится. Но, к сожалению, ремонт затянулся, поэтому пока у нее такой возможности нет. Вот здесь мы видим резиночку. Все хорошо прострочено, прошито. И этот наматрасник водонепроницаемый, то есть он отталкивает воду. Ну, по крайней мере, так пишет продавец. Ну и, соответственно, он должен быть очень крепким. Цвета у продавцов разные и размеры тоже. А эту посылочку я открыла без вас, поскольку она мне была очень нужна. У меня навернулась зарядка для моих часов Apple Watch, и я заказала себе 2 штуки на AliExpress. Вот для них. Проблема таких таблеток-зарядок с AliExpress в том, что многие не заряжают с нуля. То есть, если полностью часы сели, то они их не заряжают почему-то. Ну, а если осталось там хотя бы 1%, то тогда заряжают. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим, проверим, работают ли они в принципе. Вот мои часы. Они у меня заряжены, то есть там есть какое-то количество заряда. Ну и давайте смотреть. Ставим таблеточку, она магнитная. Ну и вот показывает, что заряд пошел. Но этому тоже как-то вот верить. Ну, впоследствии я вам, забегая вперед, скажу, что они действительно заряжают с нуля, то есть все с ними хорошо, слава богу. Я вот взяла 2 на всякий случай. В следующей распаковке я вам покажу другую зарядку, и вы поймете, о чем я говорю. Ну, все оказались рабочие, все замечательно, а то мне даже приходилось знакомой отдавать, чтобы она мне их зарядила. Ну, а в этой посылке тоже для хранения таблеток я брала такие капсулы. Ну, в принципе, для мелочей они подходят. Сейчас проблема таблеток стоит у нас очень остро, потому что у дочки обнаружилась аллергия, и нам постоянно требуется таскать с собой таблетки. Вот сюда можно их сложить, закрутить и повесить ребенку там на рюкзак, например, или на пенал, чтобы он это дело все не потерял. Интересно, что у продавца, если берешь одного цвета, то дешевле, например, 2 штуки, вот посмотрите. А если одного цвета, то дороже. Ну, видимо, какой-то смысл в этом есть. Продавцы на AliExpress ничего просто так не делают. Это тоже небольшая сборная посылочка, 2 товара здесь всего. И в этой посылке мне пришли ручки цветные, стирающиеся. Ну, посмотрите, как странно она запакована. То есть, видимо, ее отклеивали и заклеили обратно скотчем. Чуть позже вы увидите посылку, с которой произошло то же самое, но все оказалось плачевней. Это цветные ручки я заказала для того, чтобы вставить туда те цветные стержни, которые я вам уже показывала. И, как оказалось, просто в синий неудобно, непонятно какой цвет. И поэтому здесь я брала поштучно. Но до этого успела заказать неправильно, в корзине своей нажала. И вот мне пришли еще ручки, я вам их тоже чуть попозже покажу и покажу, что же дальше произошло. Но стираются они все прекрасно, я вам не раз уже демонстрировала, посмотрите, никакого следа не остается. Очень удобный для школьников. А в этой посылке кабели для зарядки техники Apple
с лайтнингом. 4 штуки заказала, самых простых и самых дешевых для детей, потому что мои дети способны сломать любую зарядку. Причем она у них ломается не где-то там посередине, а они, скажем, наступят или еще что-то, и вот эта металлическая часть просто отваливается. Так что пусть расходники. Это тоже сборная посылка. Здесь товаров побольше, но одна посылка прямо очень пухленькая. И, конечно же, с нее мы с вами и начнем. Про этот товар я узнала благодаря каналу Эплая ТВшевна. Спасибо, Любочка. Это меховые тапочки, такие для дома, домашние. Ой, посмотрите, здесь даже еще и подарочек положили. Очередной браслетик, на этот раз цветной, такого у нас нет. Вот эти тапочки я брала для дачи и взяла на всю семью. Черные тапочки это для мужа и для сына, красные дочки, ну а мне вот такие серенькие. Откроем тапочки мужа, посмотрите, как они прям тут добротно упакованы. И посмотрим. Очень мягкие и, как выяснилось, очень теплые. Подошва здесь антискользящая. Я знаю, что многие сюда наклеивают что-то еще или пришивают какую-то подошву. Ну, посмотрим, будем мы так делать или нет. Это размер маленький. Да, вот те, оказывается, папины. Ну, конечно, моему малышу они великоваты, но в целом бегать вот так вот по дому, по даче, я думаю, что это не особо ему помешает. Давайте их вывернем и посмотрим. Да, вот посмотрите, здесь они тоже подошва точно такая же, очень мягкая. Кто видел мой обзор на Fix Price, помнит, наверное, что были высокие гольфы. Вот очень похожи они по качеству. Ну и вот мой муж решил вам продемонстрировать. Очень хорошо, все размерчики подошли. Несколько попыток я совершала, чтобы купить вот этот товар, и, наконец, они увенчались успехом. Это продеватели резинок или шнурков. Очень удобное устройство, такой пинцет, 5 штучек в наборе я взяла. Они бывают разной конфигурации, но вот мне попались такие. Сейчас я вам покажу, как это все происходит. Например, вам нужно продеть резинку в штаны. Это фиксатор, посмотрите, здесь на конце есть зубчики такие, и такими зубчиками мы будем цеплять нашу резинку, например, вот такую широкую, мы зажимаем и вот этот фиксатор опускаем. Держит очень крепко, не оторвешь, если только ее не открыть, она никуда не девается. Ну и вот так вот начинаете протаскивать эту резинку в штаны. Я обычно пользовалась английскими булавками для этих целей, а вот эта вот резиночка тоненькая, ее можно вот в этот петелечку засунуть, а можно также вот этим пинцетом ее зафиксировать, в общем-то и так, как удобно. Но английская булавка очень коротенькая, и поэтому не очень удобно. А вот с этой вот длинной конструкцией очень хорошо получается. Так что я вам рекомендую, очень удобная вещь. А этот очень нужный мне товар пришел почему-то в 2 пакетах. Интересно. Ага, вот почему. Потому что он по высоте не влез вот в такой стандартный. Итак, здесь у нас визиточка продавца. Он нас благодарит за покупку. Приятно, когда продавец заботится о своих покупателях. И это набор из 18 штук. Ну, я так поняла, что он просто по 3 пластины продает. И они вроде как все одинаковые. Ну, посмотрим сейчас. Итак, это магнитные закладки, очень удобное приспособление. Вот ваши книжечки, например, вы можете сразу несколько страниц заложить, и если топорщатся листочки, то она тоже как прессом их придавливает, очень удобно читать. Ну, а я думаю, что вы все знаете, что у меня есть 2 канал, кто не знает, я приглашаю, называется он «Читаем ушами». И там я начитываю аудиокниги. Читаю я разных авторов, и поэтому много таких закладочек мне все время требуется. Посмотрите, оказалось, что здесь даже голография есть, они блестят. Очень симпатично смотрятся. Рисунки у продавца разные. Есть детские с мордочками, если кто там будет брать школьников. В общем, выбор есть. Ну, а я еще раз приглашаю вас к себе на канал. Можете просто в поисковике набрать «Читаем ушами». Ага, а вот и та самая посылка, о которой я вам говорила. Это неправильно заказанные ручки. Видите, тут много разных цветов. Ну, вот так вот рука у меня дрогнула, и я, видать, не посмотрела. Ну, ничего, они тоже пригодятся. Дело здесь не в этом. Я, конечно, тоже их стала проверять. Все они пишут хорошо, мягко, стираются тоже. Ничего необычного. Но вот черная ручка.
почему-то не писала. Я пыталась ее расписать, но у меня ничего не получилось. И хорошо, а то бы я никогда не узнала о том, что узнала, если бы не стала ее раскручивать для того, чтобы посмотреть, что там со стержнем. Ну, а со стержнем там все плохо, она потекла, ну, может быть, в дороге, не знаю. Но смысл не в этом. А обратите внимание, что стержень здесь толстый, и они не подходят для моих стержней. Я думала, что они все стандартные на Алиэкспресс, а выяснилось, что нет. И я притащила те ручки, которые я вам уже показывала, стала тоже их раскручивать, и тоже толстый стержень. Ну надо же. А у меня вот такие стержни, и они, видите, высокие, не до конца не закрывается ручка. Ну, можно, наверное, чуть-чуть их подрезать, и тогда, наверное, все будет хорошо. Но я, честно говоря, не расстроилась, а просто удивилась. А эту посылку никто не открывал. Вот в таком виде мы ее получили с почты, и можно даже открыть руками. Это, наконец-то, пришел робот, о котором я вам рассказывал. Должен был он прийти на 23 февраля моему сыну, но хорошо, что хоть он вообще дошел. Честно говоря, с этими роботами прямо какая-то беда. Я хотела заказать второй, сейчас узнаете почему. Но тоже попытка не удалась, мне его просто не отправили. Не знаю, что с ними происходит, зачем они их тогда вообще выставляют на продажу. Итак, в комплекте у него зарядный шнур, маленький мини-джек. Здесь у него инструкция, и, кстати, она очень нужна, потому что разобраться не сразу с ним удалось. Но она черно-белая, ну, в принципе, можно понять, что к чему. Я не ожидала, что он такой маленький, я думала, он будет побольше. Он, посмотрите, вот весь такой подвижный, что-то у него здесь, видите, все двигается, колесики. В общем, сейчас будем с вами вместе разбираться, как он работает. Здесь у него на рюкзачке бегунок, включить-выключить. И посмотрите, загорелась лампочка голубая. И оказалось, что вот то, что на коробке нарисовано, каждый цвет обозначает какое-то действие. А это вот такой пульт управления этим роботом. Причем он управляется как кнопками, так и просто его подергиванием. Ну вот здесь все характеристики этого робота, как он заряжается. И смотрим, где же это отверстие. Ага, вот нашли. Вот таким образом мы вставляем зарядное устройство и подзаряжаем нашего робота. Я принесла пауэрбанк, чтобы посмотреть, что будет. Ну и вот пошла зарядка, хотя вот видите, мигает он голубым. А для этого интересного пульта управления требуются батарейки. И тоже, посмотрите, есть кнопочка «Включить и выключить». Батареек в нем аж 4 штуки типа 3А, то есть мизинчиковые. Вот, посмотрите. Я вставила, все у нас заработало, и я нажимаю кнопку, и он начинает двигаться. Интересно, он, видите, как будто бы борется, и разные у него загораются сигналы. То есть сейчас он в состоянии войны, и, посмотрите, можно кнопкой вот так вот его дергать, а можно просто встряхнуть. Посмотрите, этот пульт, вот сейчас на кнопочку нажимаем, а то мы не трогаем вообще кнопки, а как бы вот встряхиваем его. Вот видите, у нас загорелась теперь зеленая. То есть это все означает стадии. И посмотрите, вот мы сейчас трясем, и он вот так вот сам тоже двигается. В общем, я поняла, что нужен второй робот. То есть они должны бороться между собой. Вот ему нажимаешь на голову, и меняется цвет. То есть если по нему ударять, вот этот сигнал, видите, красный. И все. То есть если его еще раз ударили, там, по-моему, 3 раза нужно, то второй робот, получается, победил. То есть нужно их 2. И я попыталась заказать второй только белого цвета, но, к сожалению, ничего у меня не получилось. Так, а вот и эта посылка, о которой я уже упоминала. Кто подписан на меня в Инстаграм, видел, ну не в прямом эфире, а онлайн я снимала, без озвучки это все и отправляла продавцу. Ну а вам покажу здесь и чем кончилось. Посмотрите, это трек-номер, который совпадает с этой посылкой. Здесь написано, что это защитные чехлы. И в этой посылке действительно должны быть 2 чехла на iPhone 11. Но, как вы видите, даже не открывая, видно, что там какой-то овальный
предмет, и совсем это не чехлы. С обратной стороны как будто бы разрезано и заклеено снова скотчем. То есть эту посылку кто-то вскрыл и положил мне туда, вуаля, шильдики для Форда. Ну, это, конечно, я просто была в шоке. За все 7 лет на Алиэкспресс у меня такое впервые, что пришло вообще не то, что я заказывала. И, как выяснилось, они гораздо дороже, поэтому в чем смысл, непонятно. Продавца этого я знаю давно, постоянно покупаю. Думаю, что это сделал не он, а где-то там на почте, но смысла я не понимаю. И я ему стала писать, отправила все фото. Он меня попросил снять верхнюю наклейку, чтобы посмотреть, что там. И я ее с трудом оторвала, она действительно тяжело отрывается. И там оказалось ровно то же самое, тот же трек-номер и тоже название товара. В общем, я думала, что сейчас мы с ним, чтобы не открывать спор, как-то решим, или он снова мне вышлет, или как. Но он мне начал крутить мозги, у меня такое ощущение, что это вообще разные люди мне писали постоянно, потому что то, а что вы получили, а сфотографируйте нам, а какой трек-номер. В общем, короче говоря, 15 дней они могли меня так мурыжить, и я уже плюнула и просто открыла спор. Ну, потому что уже куда? Это не наш трек-номер, они говорят. Я им отсылаю скриншот, что это ваш трек-номер, а что вы получили, я снова отсылаю фотографию. Ну, в общем, какая-то бесконечная борьба. И я плюнула на это дело, открыла спор, и мне вернули деньги. Самое обидное, что это подруги моей чехлы нужны были. Ну, в общем, пришлось мне заказывать их заново. Ну, я думала, что он поведет себя гораздо лучше. Увы. А эта посылка пришла за 3 дня. Всегда этот продавец отправляет очень быстро. И это уже знакомые вам наушники Tron Smart беспроводные. На этот раз эти наушники для меня. Такие же выиграл мой муж. Помните, я вам показывала в генераторе энергии. И я выиграла тоже Tron Smart, но другого плана, тоже в генераторе энергии. Очень хорошего качества наушники, не переставаю вам об этом говорить. Был у меня обзор на большое количество беспроводных наушников, ссылочку оставлю, посмотрите. Здесь амбушюры дополнительные, если вдруг, ну, у всех слуховой канал, конечно, разный, и можно себе комфортно поменять. Здесь, что мне нравится, есть дополнительная зарядка, то есть если вы забыли где-то провод, можно вот так подсоединить к любому USB-устройству и их зарядить. Ну, конечно же, здесь у нас USB-C, что удивительно, новейшие технологии. Сюда вставляются наши наушники, и эти наушники внутриканальные, то есть они шумоизолируют. И действительно, шумоизоляция у них идет очень сильная. Это индикация батареи, то есть мы с вами видим, насколько заряжены. Есть хлястик, за который можно повесить их. В общем, сделано все очень качественно, но дело даже не в этом. Эти наушники и мои, ну и эти уже тоже мои, держат заряд в режиме разговора где-то примерно 4-5 часов, а вообще 8 часов. Я такого не видела, у меня были AirPods от Apple, и, конечно, такого результата никто не выдавал. Есть дополнительный кабель для зарядки, это визитка продавца, все упаковано достойно, на подарок вообще замечательно взять такие наушники. Я вам сейчас, конечно, расскажу разницу, и вот эта огромнейшая всегда инструкция, мы уже знаем почему, на разных языках и на русском в том числе, не на кривом русском, а именно хороший такой русский язык. Вот эти белые наушники-вкладыши Tron Smart, которыми я пользуюсь с лета, то есть 9 месяцев, они работают исправно. И вот эти черные внутриканальные. Вот они мне нужны для разных целей. Если кому-то надо шумоизолироваться, то тогда черные. Если нужно слышать все вокруг, то белые. Достаточно большой объем аккумулятора самого чехла, они оба зарядные и долго держит сам наушник. Звук у них хороший, даже те, кто слушает музыку, говорят, что очень прилично. Я музыку не слушаю, мне для других целей, но просто имейте в виду. Оба варианта хорошие, но есть существенная разница для меня, например, это микрофон. В белых микрофон очень хороший, а вот в черных подкачал. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот сейчас я вам говорю в белые наушники, и можно вполне себе и поговорить по телефону, и, например, отправить голосовое сообщение. А вот сейчас я вам наговариваю в микрофон вот этих черных внутриканальных наушников.
Как вы слышите, наверное, разница большая. Ну, меня, конечно, это огорчило. Переслушала сейчас запись. Разница почему-то на записи получилась не очень большая, но на самом деле прямо действительно белые лучше пишут по микрофону. Ну, в общем, выбирайте сами, какие вам подойдут. А эту посылку заказывал мой муж для нашего сыночка. Он обнаружил склонность к собиранию всяких конструкторов, и я поощряю всячески такие вещи. То есть, если ребенку что-то нравится, он увлечен, я стараюсь это развивать. Поскольку он у нас еще малыш, ему 4 года, то мы берем несложные конструкторы. Они очень похожи на Лего, но это не Лего. На Алиэкспресс есть официальный магазин Лего. Ну а мы пока берем вот такие недорогие, чтобы он тренировался. Вот такой полицейский вертолет у нас получился. Мы его собрали, но, кстати, очень жестко детали входят друг в друга. С Лего не сравнить. Ну что же, будем знать. Хотела вам показать конечный результат, но, увы, детали были потеряны. Эту посылку тоже заказал мой муж, и это ремкомплект для шин. То есть, если вы в дороге прокололи колесо, то с помощью такого комплекта можно устранить вот эту вот неприятность. Открывать я сейчас, конечно, его не буду. Здесь вот есть резиновый клей и разные приспособления, чтобы это сделать. И подробная инструкция сзади. Бросим в машину. Надеюсь, что нам такой комплект не понадобится, но на всякий случай его иметь можно, потому что мы тут попали, конечно, в ситуацию недавно, и это весьма неприятно. Аж 2 колеса сразу было проколото. Ну, надеюсь, что этот комплект хороший. И снова посылка мужа. Посмотрите, какой огромный коробец. И сейчас вы, когда узнаете, что там, это ну просто... Здесь 4 пакетика средства от засоров. Представляете, в такой здоровой коробке. Но это все из Российской Федерации. Доставка, все было очень быстро. У нас частенько случаются засоры в ванной, уже, видимо, старые трубы, поэтому мы всяческие средства ищем. И вот как раз у нас с оказией случился засор. Вот смотрите, его нужно засыпать туда. Видите, он начинает пениться. И не прошло даже, они пишут 7, не прошло даже 5 минут, как засор стал у нас удаляться, и вся вода смылась. Ну, конечно, грязь вокруг, это да. Но кто меня смотрел в фикс-прайсе, у нас тоже есть подобные средства, шуманит и санитол. Так что, в общем-то, такие пакетики есть и у нас. По цене посмотрим, не помню сейчас. А получив эту посылку, я очень удивилась, потому что там что-то такое маленькое. И, как выяснилось, это средство для полировки металла, то есть очищать всякую грязь. Посмотрите, как нам демонстрируют продавцы, прям шикарно должно. 5 граммов, это ужас. Есть 5 и 10 у продавца, но я не знала, что это так мало. Но, может быть, средство действительно настолько волшебное, что его требуется и немного. Я поковырялась и нашла кастрюльку подходящую. И, конечно, сейчас мы с вами будем это все дело тестировать. Делать я это буду в перчатках. Бог его знает, что там за состав, а руки у меня все-таки рабочие. И начинаем оттирать. Я взяла маленькую губочку, чтобы вам было тоже видно. На нее нанесла это средство. Но, как видите, даже вот терла, увы, ничего не получается. Я попробовала на жесткую сторону перенести, но результат тоже не впечатлил. Здесь на инструкции написано, что он не имеет резкого запаха. Неправда, запах очень неприятный и резкий, и надо на сам металл. Ну хорошо, я нанесла на сам металл, но результат ровно такой же. Так что туфта, не берите. А вот это средство для очистки ювелирных изделий. И, конечно, памятуя о предыдущем товаре, я уже несколько скептически к нему отнеслась. Все написано на китайском, ничего не поймешь. В комплекте есть тряпочка. Ну и, конечно, давайте проверять. Я набрала кучу разной бижутерии. Это тоже вот с Алиэкспресс сережки. Все они потемнели. Вот это вот золотые сережки тоже потемневшие. И вот такой детский браслет. Он был прям золотой, вот эта цепочка. И все это потемнело. Давайте пробовать. Но написано, что основной материал перекись водорода. И на всякий случай я прихватила тоже перекись. Будем с вами смотреть, как работает и то, и это средство.
Хлопковый бутон нам предлагают взять. Я, конечно, поржала. Хлопковый бутон – это вот эта ватная палочка. Итак, наносим на ватную палочку. Написано на минуту подождать. Нанести и подождать. Но я стала этой ватной палочкой тереть. Посмотрите, ребят, я впечатлена. На глазах просто чистится все отлично. Я, конечно, не ожидала. Вот видите, здесь остается вот этот черный след вот этого налета. И я прямо с удовольствием начала все это очищать. Это прям действительно какое-то волшебство. Да, в ювелирных магазинах продаются подобные средства. Я брала, но вот решила взять на Алиэкспресс. И вот смотрите, тоже начинаем оттирать вот эту цепочку. Цепочку, конечно, сложнее. И наш хлопковый бутон весь распорхался. Но видно, что очищает, видите, появляются светлые уже промежутки на этой цепочке. На этом же браслетике я решила почистить замочек. Слушайте, вообще супер, супер. У меня вообще нет никаких претензий. Кроме, наверное, пожалуй, запаха. Запах тоже очень неприятный. Но за такой потрясающий результат я могу этому средству простить и запах. Я думаю, что, наверное, можно поместить все-таки в это средство какие-то украшения, цепочки, которые вот так вот сложно оттирать палочкой. Наверное, тоже это сработает. Здорово. Мне очень понравилось, и я вам могу рекомендовать. Ну а что же перекись водорода? Давайте попробуем. Нет, перекись водорода не оттирает такие загрязнения. Ну что же, а теперь нашим волшебным средством. И посмотрите, все блестит. В ювелирных магазинах такие средства стоят все-таки дорого, а это бюджетно и результат просто супер. Эту сборную посылочку я открыла тоже без вас, и один товар мне очень здесь нужен, второй не открывала. Это Bluetooth-приемник. Он мне нужен для того, чтобы его воткнуть в ноутбук и подсоединить свои беспроводные наушники. Ну а также он подходит и к телевизорам, и к разной аудиотехнике. Здесь есть дополнительный шнур, инструкция на китайском, на английском. В общем-то, вполне себе понятная, незатейливая конструкция. Сейчас я вам все покажу. Вот он шнурочек, 3,5 мини-джек с двух сторон. Я вам подобный показывала в машине. У нас есть такой, тоже для того, чтобы принимать сигнал. Как раз мы слушаем музыку с телефона. Итак, я взяла маленький нетбук, чтобы поместился в кадр. Показываю, как работает. Вы просто вставляете в USB-порт вот этот вот Bluetooth приемник. Он загорается фиолетовым светом, а потом начинает мигать красным. Это значит, что он ищет Bluetooth устройство, чтобы его принять. А вот и наше Bluetooth устройство, беспроводные наушники. Вытаскиваем, кладем и ждем. Все, он его нашел и подключился, и больше не мигает. Что касается программного обеспечения, то компьютер вот его сам находит и устанавливает. Если такой приемничек у вас мигает голубым светом, значит он работает на выход. А вот это вторая посылочка, которую я открываю вместе с вами. Я решила взять вот такой нож. Это нож, я так понимаю, для посынкования. Вот посынковать помидоры, кто дачник, кто выращивает, вы меня понимаете, о чем идет речь. Можно срезать маленькие веточки. Надеюсь, что это устройство будет удобным. Достаточно тоненькое лезвие, думаю, режет хорошо. Ну, посмотрим, когда вырастут помидоры, будем посынковать. Я обязательно вам сниму. Маленькие видеотесты я все отправляю в Инстаграм. Сюда нет смысла. Ну и куда же без моего вездесущего любопытства? Все так рассказывали про это волшебное средство. Это устройство для складывания футболок. Ну и я, конечно, взяла и вам показать, и самой посмотреть. Ну вот такая нехитрая конструкция, пластиковая. Вот так вот она вся сгибается. Не знаю, насколько хватит вот этих вот пластиковых перемычек. Здесь инструкция пошаговая, как что делать, и давайте попробуем. Я взяла маленькую детскую футболочку, чтобы было видно, как это все дело складывается. Итак, мы ее кладем, лицом я положила, сейчас покажу. С одной стороны, с другой стороны закрываем, и вот так вот вниз. Все, и наша футболочка сложена.
Не то чтобы я испытываю какие-то сложности, когда эту футболку складываю, но интересно, смотрите, видите, первый шаг лицевая, а вот второй шаг надо положить все-таки обратной стороной. Кладем спиной, и вот тогда получаем вот такой результат. Ну а я руками это делаю гораздо быстрее, чем это устройство. Но все-таки оно нужно. Я попыталась большую футболку мужа сложить, но получается полная ерунда, и я позже поняла почему. Потому что надо все-таки читать инструкцию, на которой написано «Children». То есть это для детей. Возможно, есть больше размеры, и такие подходят для взрослых. Но я отдала детям, и дети все сложили, им очень понравилось. Поэтому я думаю, что хозяйки вполне справятся руками, а вот детишкам полезно. Ну а теперь время маникюрных посылок. Кого это не интересует, спасибо, что были со мной. Приходите еще, впереди много интересного пришло. Ну а мы с девочками пошуршим. Эта посылочка удивила меня тоже размерами. Это пришел магнит для гель-лаков кошки. Но что-то он прям мне показался маленький. У продавца 2 размера, и я взяла самый большой. Вот, посмотрите. С другой стороны, я потом подумала, ну а для чего он, собственно, большой, когда нам нужно вот такой получить эффект. То есть разогнать магнит по краям и оставить такой в середине пустоту. Ну вот, давайте посмотрим. Я взяла самый яркий вот такой вот гель-лак кошку 9D. Я вам ее уже демонстрировала, очень красивую. Но так тяжело было поймать фокус, чтобы вам показать, как это делается. Вот посмотрите, бегают хорошо частички, но это я делаю сбоку. А чтобы получить тот эффект, который мы хотим, вот такой, нужно перпендикулярно прямо ставить магнит. За кадром я смогла это сделать, а вот, к сожалению, в кадр не получилось. Помните, я говорила, что я дошла до стадии «у меня есть все». Ну вот, оказывается, не все. Я гонялась за такими камифубуками, вот как прозрачненькие вот эти беленькие. Ну и, конечно, увидела симпатичные листочки, не могла не взять. И еще взяла цветные пигменты. Ими здорово делать яркие красочные градиенты летом. Ну а теперь давайте посмотрим листочки. Посмотрите, они очень красивые, переливаются разными цветами, так голография, они желтенькие. Вот это красные. И мне показалось, что вот эти и следующие одинаковые, но нет. Здесь посмотрите, то есть как-то тоже только на красный свет переливается. А вот здесь, посмотрите, тоже голография. То есть все-таки они разные. Ну, красота. А вот это то, зачем я гонялась. И опять спасибо Любочке, каналу Иплая ТВшевна. Она нашла. Я не могла никак. И вот в поисках вот этих камифубиков я вот эти пайетки взяла, но они очень толстые. Для маникюра не годятся, а для рукоделия вполне. Уф, и наконец-то все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось мое видео, оно было полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, вы не пропустите следующую распаковку. Приходите ко мне в Инстаграм, там много интересного, и мы можем пообщаться с вами в директ. Ну а я желаю вам всем удачных покупок, здоровья и всего вам хорошего.